самое, наверное, главное, это то, чтобы наша команда, в частности, показала действительно, на что она способна, и, возможно, даже выдала больше, чем она может. На International так сходятся звезды, что ты можешь играть выше своих сил и показывать хороший результат. International для меня — это что-то, где я сижу с кружкой пива перед монитором. Было когда-то. Если бы мне сказали, что когда-нибудь я поеду на это мероприятие, я бы просто не поверил. International — это возможность проанализировать. Началось у меня все, как и у многих других комментаторов, с того, что мы изначально начали играть. Может быть, Warcraft кто-то играл, может, что-то еще. Ну, я в Доту перешел не сразу, я много увлекался Warcraft'ом, и про комментирование вообще не задумывался. Начал я уже комментировать, даже не знаю, как комментировать-то, назвать это. Я создавал лобби, заводил здесь на 10 человек, я сладился на слот спектратора и просто как бы уже включая стрим, люди заходили, потому что им просто весело было попасть на стрим. Я создавал на Dota2 тему, и зашел админ, говорит, мол, братан, нам нужны стримеры. Тогда Дота была прям на подъеме, и хотел смотреть все больше и больше соревнований, и я наткнулся на Твиче на парня с таким голосом елейным, просто сексуальным до невозможности, как будто, знаешь, как будто диктор с телевидения, такой профессионально поставленный, и хорошо, вот речь тоже поставлена была. И я подумал, ничего себе, вот это действительно прикольный паренек. Знакомство с Ильей меня удивило, ну и, скажем так, может быть и повлияло. Очень много мне помог как и советами, так и в целом, пообщавшись с ним, я узнал его получше, узнал, как все устроено, как бы там в этой сфере, ну и так далее. Я очень рад, что он пробился, потому что парень очень талантливый, очень молодой, очень талантливый, по-прежнему сохраняет свой шарм. И даже в дальнейшем, благодаря вот этому умению вести репортаж, он сможет работать в любой практически сфере, не только дота комментирования, но и, возможно, секс по телефону и телевидение. С Мобстером мы познакомились на первом сезоне Excellent Moscow Cup. Это был финал, он проходил в форум-холле. И все шло к тому, что я должен был комментировать его один. В последний момент организаторы решили, что нужно второго комментатора, и каким-то образом нашли его. Я уж не помню, это я его предложил, или его предложил кто-то из организаторов нашел. Насколько я помню, тогда он не был особо опытным комментатором, но был таким вот новичком, подающим надежды. Ну, мы жили с ним в одном номере, много интересного узнали. Ну и, в принципе, такой довольно приятный человек. Ну, так как ты живешь в одном номере, естественно, могут быть разные ситуации, которые вызывают некую там неловкость или негатив, но с ним было очень комфортно, и комментировать с ним было довольно-таки неплохо, что для первого раза бывает... Ну, далеко не всегда так, когда с человеком работаешь впервые. Если бы я сказал, что я еду в Киев работать по 12 часов в сутки, и я этому буду рад, мне сказали, братан, либо у тебя нормальная работа, либо ты идиот. Все просто. На самом деле я еду сюда как бы, несмотря на то, что работы будет много, это все же работа, которая мне нравится. Она нравится не только мне, поэтому будет хороший позитивный настрой вообще в целом в команде. Не будет никакой унылчин. Там лаунж-зону превосходную подготовили ребята. Так что я думаю, что это будет работа совместно с отдыхом. До собрания думал, будут хихоньки-хахоньки и так далее. Тут оказалось все серьезно настроено работать. И мне это нравится. Майон и Ваня. Короче, все в курсе, что приехали, да? Можно без этого? Давай опустим. Бла, великая честь, бла-бла-бла-бла. Начинаем мы с 5 утра по Киеву завтра. Первая группа. Мы работаем по смене, все работают по смене. Расписание написано по сету? Расписание там по 4 временам. Расписание там CET, Китай, Америка и так далее. Расписание по цетру. То есть сначала в 5 по Киеву, 5 по Москве. 4:30 начало эфира, каждый день. Это и Китай, и Азия. Да, я сразу хочу озвучить, я хотел бы, чтобы все люди были на месте за час до эфира. Как будет работать вообще наша трансляция? Мы еще так никогда не работали, вообще ни разу в жизни. Поэтому объяснить сложно. Саня, давай, наверное, ты объяснишь.
Построено все будет следующим образом. У нас есть 2 независимых трансляции. И по сути для комментаторов ничего не меняется. У вас будет у каждой из основных трансляций режиссер, с которыми я вас познакомлю уже ближе к началу. То есть придете за час до эфира, они сейчас отсыпаются, будут ночью здесь. Но помимо этого будет довольно-таки интересная студия аналитики, которая будет работать параллельно на 2 эфира. На этой студии размещены 2 превью, вы там сможете видеть обе трансляции. Работает это следующим образом. Судя по тенденции нового патча, игры заканчиваются на минут за 10-15. Да? Например, у нас вторая игра реально закончилась за 15 минут, например, на второй трансляции. Комментаторы говорят, что был хороший матч, ожидаем следующую игру, передаем слово студии аналитики. Вы включаетесь в этот момент только на вторую трансляцию. На первой, например, в этот момент продолжается игра. Она там продлилась на 10 минут дольше. Закончили, комментаторы передали слово в аналитику, вы по превью видите, что вы в эфире теперь и на Первом канале. Вы говорите, а теперь привет зрителям Первого канала, мы сейчас разберем игру предыдущую, которая шла параллельно, и перейдем к вашей игре. И вот так будем работать, чтобы аналитика покрывала практически все матчи. Аналитики будут смотреть 2 игры одновременно. Я рад, что мои коллеги, хотя и многие уже давненько в киберспорте находятся, они тоже готовы и работать, и поддержать, и так далее. Все организовано на профессиональном уровне. Я на самом деле не ждал такого как бы от StarLadder и всех остальных. Я действительно думал, ну как-то так. А тут действительно ребята порадовали, и с отелем не подкачали, ну и собрание, все объяснили прям по пунктам, план какой нужен. Но, само собой, я еще хочу посмотреть, как мы сработаемся. И как будет это взаимодействие всего, потому что тут очень много пунктов, которые для меня пока, скажем так, будут впервые, потому что я на таких мероприятиях еще не работал. Про сухой закон добавить? Сухой закон. Сухого закона нет. Или ты хочешь, чтобы он был, но его нет. Сказали, что вы что без камеры. Я готов, кто хочет. Пожалуйста, это ваше личное дело. Блевать нельзя. Вы можете в рабочий график. Только не на камеру. Если мы увидим, что вы пьяные в эфире, то вы будете от эфира отстранены с соответствующими последствиями потом. Все очень просто. Выбор стафа в этом году отличался от прошлых годов очень сильно, потому что в этом году Valve тупо забили. Они занимались чем-то своим важным, и пока мы им сами не начали писать, очень много писать на тему, ребята, International, скоро давайте что-то делать. Недели за 1,5 мне ответили в конце концов на одно из писем и сказали, что да, вы можете набирать людей, если вы готовы это сделать, давайте вы сделаете. Ну что, все, наверное? Да? Вопросы есть еще у кого какие-то? Ну, если что, здесь все знают, кому там 4 утра быть? Ребята, мы сделаем это. 4 утра. Не опаздываем. Даже если мы ставили список из 10 человек, то, которые должны сюда приехать, то Мобстер явно из комментаторов был даже не последний в этом рейтинге нашем внутреннем, который мы для себя составляли и который я для себя составлял по приоритетности приглашения на квалификацию в роли комментатора. То есть Мобстер был явно не последним в этом списке. Очень переживал, скажу честно, за то, как будет работать, например, Женя NoPoint, как будет работать Жотм, как будет работать Габлак, как будет работать Мобстер, с которыми мы впервые, в принципе, сотрудничаем. Ну, ребята уже вливаются, скажем так, в коллектив. Я вижу, и коллектив их, в принципе, нормально принял. Первый день еще все было нормально, но следующий день уже слово «веселье», наверное, не самое подходящее, как можно было вообще охарактеризовать атмосферу. Было слово «работа» и было слово «усталость» уже на следующий день. Я, честно говоря, даже сейчас не могу особо с мыслями собраться. Время сейчас уже около 6, и после 14-часового рабочего дня, точнее рабочего утра, я не думал, что мне когда-то вообще придется считать столько, сколько мне нужно будет поспать. И это на самом деле немного не то, чего я ждал. Мы все работаем на износ, вообще все работают на износ. Все вроде бы нормально, но все-таки хотелось бы уже поскорее отдохнуть. Прошло очень много времени, никто из нас не выспался, и мы все ждем завершения квалификаций. Единственный человек, который как бы не работал на тех же отборочных на International, но оказался на International, это Дред. Но Дред настолько медийная личность у нас в СНГ, что лично я посчитал совершенно как бы неадекватным не позвать такую медийную личность, если она хочет работать. Я поговорил с Дредом, он сказал, что он готов работать, естественно, он получил свое приглашение. Анонимных аналитиков, что ли? По-моему, если честно, вот эта компашка получше в итоге. Я Андрей, я аналитик.
Это вот помнишь какого-нибудь самого старого, не знаю, фаната? Какой-нибудь, может, дедушка к тебе один раз подошел, там автограф попросил? Не, дедушек ни разу, ну только, не знаю, совсем маленькие дети, ну, как, лет 8, там, 9, это самое, мама подойдет и это самое, для ребенка попросит. Но я, честно говоря, так думаю все это, я ругаюсь матом обильно на стримах, а там дети как бы, вроде как неловко, мама подходит и как бы извиниться там хочется. В начале года, по-моему, была отличная возможность попробовать вернуть артстайла к делу. Эдакий первый шаг на собирание команд. Ну, с артстайлом я бы, в принципе, на протяжении, наверное, всех 3 лет с кайфом бы играл. Зашлись наши пути, потому что мне, честно говоря, уже поднадоело то, что у нас в команде не было никаких движений. У нас было 3 человека, и мы добирали людей, пробовали. У нас ничего не получалось, мы перестали играть. И вот мне предложили, что вот будет состав другой с игроками команды КПГ. Им нужен +1. Мне предложили, я подумал, что это лучше, чем не делать ничего. Вот. И, собственно, начали играть. Андрей Дред Голубев, ну, первое, что могу сказать, что мы с ним еще на Battle.net, в году 2006, не знаю, может быть, 2007, еще до того, как, в принципе, основная часть проигрышев ушла на Гарену, вот, были в одном Battle.net клане. Вот. Ну и, в принципе, человек, мне кажется, тоже, ну, я бы сказал, не поверхностный. Андрея Дреда. Я познакомился с ним на лиге лет так 6, наверное, назад. Он играл на Сенкинге, и у него ник был Dread is Back, и он попался за меня, и он 10 раз смесанул под копом за эту игру. Я сгорел дико, я ему писал: Андрей, ты молодец, ты лучший, ну, только по-другому. Помимо того, что, как бы, да, там каждый пытается быть в меру веселым и так далее, вот, то есть в жизни он тоже юморист знатный, но человек хороший, отзывчивый, добрый, с ним приятно проводить время почти всегда, вот, открытый, простой парень. Стрим, на который я тогда наткнулся, он меня просто поразил, то есть парень, вот такой свой человек, с чувством юмора, веселый, обаятельный, играет хорошо. Это был Алексей Соло-Березин. И вот с ним играл Дред на этом стриме, и вот так вот я узнал. Так я узнал о Дреде. Он, конечно, был немного более тусклым персонажем, но потом, как оказалось, что он тоже очень хороший, очень большой души человек, очень здоровский. Ну, Андрей произвел на меня впечатление, как бы сказать, я ему это много раз говорил, немножко трудное будет определение, такого свойского какого-то мужика, вот такого прям вот именно стереотипного, вот мужик такой, который сидит в семейниках за столом с водярой такой и трет за жизнь, постоянно с друзьями там, то есть он никогда не кинет там пацанов, так скажем, ровный такой, ровный пацан, вот. Даже не пацан, а ровный мужик такой. Вот он меня все время... Он прям стереотипный какой-то такой. Ну, это, наверное, в этом нет ничего абсолютно плохого. То есть это, наверное, наоборот, плюс, потому что Дред действительно открытый, честный, такой душевный человек. С ним всегда приятно пообщаться. Ой, факт, закончу с дотой, стану тоже режиссером. Да. Ну, в смысле, факт. Вот ты стал режиссером, ты позволил себе сделать татуировку. Да. Вот. Живешь, значит, в трехкомнатной квартире, в Москве, в Киеве, куда хочешь, туда едешь, там живешь, отдыхаешь. И ездишь, снимаешься. А еще более того, ты можешь сказать ключевую фразу: все в порядке, я режиссер. После первого лана команда чуть больше стала, знаешь, как бы теснее общаться. А когда люди начинают общаться теснее, то, соответственно, конфликтов возникает больше. Вот, это первый момент. Конфликтность появилась. Плюс разные, я считаю, неправильно то, что такое было вообще, это недоговоренные моменты какие-то, когда после какого-то спора ничего не решается, и когда просто люди остаются при своем, и начинают накапливаться негативные эмоции. Когда мы начали играть хуже и хуже, я понял, что не бывает такого, что вот внезапно, без помощи извне, мы такие сейчас все одумаемся, все повзрослеем, внезапно заиграем, там, начнем тренироваться, выигрывать. Ну, тогда примерно уже и понял, что типа вот DAC это предел, вот, через несколько месяцев после него, и то, что нас ждут квалы. Притом
Ну, на квалах у меня тоже не было никакой уверенности, то, что мы там что-то сделаем, потому что шел один большой спад просто-напросто с переменным успехом. Дреду бы в один момент нужно взять себя в тиски, и тогда просто сидеть и задрачивать, как вот, я не знаю, как тот же Санейка, который сейчас едет за Нави. Та же команда Hellriders, когда мы там были, что ты смотришь, просто каждый занимается своими делами, как будто никого и нет, кто-то там смотрит фильмы, кто-то просто сидит там, low priority отмывает. То есть это скорее уже Дреду нужно своим опытом показывать настрой для всех. Я думал, что шансы примерно там 50 на 50. Ну, банально, да. Вот, но не пошло. А Дайинг уже жив, он Санейка отменяет телепорт. Ой-ой-ой. Было-то было, Санейка-то мог подставиться. Шивасгар, Санейка разворачивается, Дрифкойл ставит, залетает, Теренев Дред. Все 80 минут не моргаешь почти, сидишь там, играешь, выжидаешь что-то. Дема, Шива пошла с лишака, Станк никуда, залетает, Айсбой! Вот. Ну и сама игра, да, там 80 минут, прям туда-сюда. Но это на самом деле, это, казалось бы, это очень эпичная игра с отборов на интернешнлов. Драка инвалидов, факт, не более. Просто вот такое определение этой игре. Нет, не скрываю, мне не нравится Артес вообще, как человек, как игрок. Я бы сказал, что причина исключительно в нем. Но, возможно, там они не поладили и так далее. Ну и Артес делал плохо, играл плохо. Вот. Возможно, где-то они не смогли как команда договориться о чем. Какой-то там матч, может, где-то они проиграли, и после этого уже тяжело было вернуться в колею. Вот. Андрей, а расскажи вот ту историю, короче, про день вылета вашего с квалификации, про девушку. Какую девушку? Ну, Штана тебе позвонил, он сказал по гороскопу. Она не позвонила, он в скайпе написал, то, что у тебя в этот день будет хороший день. У меня всегда это отношение к гороскопам было такое себе, как и всем вот этим вот сомнительным вещам, скажем так, в моем понимании. Вот, поэтому я думаю, да, конечно, хороший день будет, все дела. Вот, ну и, собственно, в тот день, ну, там уже у нас счет был такой, то, что мы там 90% не выходим. Я думаю, ну точно хороший день ждет. Вот, ну и так случилось, отличный день, мы вылетели и все. Закончился на этом наша турнирная жизнь. Попал на аналитику, ну вот, хороший день, видимо, была права. Не знаю, до игры, наверное, что-то делать, чтобы потом не расстраиваться. А смысл, ну вот расстроился, я ходил бы с угрюмым лицом. Ну вот, мы проиграли, очень плохо, обидно. Не знаю, я не такой, чтобы вот как-то там об чем-то жалеть или думать, что надо было лучше сделать. Ну не получилось и не получилось. Надо жить дальше, идти дальше. Вообще, ты знаешь, я уже подумаю о завязке с профессиональной дотой, но я думаю, вот этот год, возможно, плюс-минус, уже, наверное, будет последний, в принципе. Все, конечно, зависит от многих факторов, но на самом деле, с каждым годом все больше мыслей таких приходит, чтобы завязать, там, сделать что-то свое, может быть, там, связанное со стримами, какая-нибудь студия или аналитика, профессиональная аналитика. Вот. Третий год подряд на квалификациях, третий год подряд не проходишь. Вот, тяжелее Стабильность. становится или наоборот легче как-то вот это воспринимать все? Воспринимать, может, и легче. Уже привычка такая, к сожалению, выработалась, то, что чаще не выходишь. Причем были очень обидные моменты, когда там, с третьего места, получается, да, занимаешь третье место и не выходишь. Вот, бывало, конечно, совсем провалы, но это на самом деле, по сути, вот на дистанции это также обидно все. И суть в том, становится только, мне кажется, хуже, потому что время идет, ты уже перестаешь играть хорошо, так как играл раньше. Вот, и оно, собственно, уходит. Оно уходит, его не вернуть. Занавес, титры. Да. Инвайт нашей команде я ожидал. То есть и нашу команду я в предикшене на инвайты в компендиуме поставил. Но я морально был готов, и моя команда к квалификациям. Я уже готовился, честно говоря, к мясорубке. То есть такой плотной мясорубке СНГшной.
Когда пришел инвайт, первые эмоции, о господи, наконец-то не играть эту мясорубку. Ну, потому что вот мы их посмотрели недавно, и действительно, ну что это ж лютый замес. Там просто все месят всех, и ты никогда не знаешь, кто это все выиграет. Я не понимаю, как вы эту игру могли выиграть. Никак. Эту? Не, эту могли стали. Они выиграли сегодня. Если Нави все делают нормально, никак не Они вчера играли просто. Они будут понятно, что до конца играть. Две стороны, Нави одной ногой уже в гранд-финале Интернешнла. Одна нога просто. Темпу на International наша прекрасная организация дала нам весьма хорошие условия. То есть, как бы все понимают, что условия подготовки и прочее, это тоже имеет вес и как бы влияет на победу на Интернешнале. Почти все команды, они в Европе, то есть ЕГЭ. Они сейчас в Европе, мы играли вот пару дней, вот играем с ними. С9, Нави, Империя, Фнатики, очень много команд. Конкретно буткемпом на International я очень сильно горжусь. Я горд за свою организацию, я горд, что я часть этого механизма, то, что нас сюда заселили, и вот мы здесь находимся. Нас пытаются кормить правильно, 2 раза в день нам приносят домашнюю еду. Так что да, они делают, эти ребята, все возможное. Вот этот парень в красном кресле. Все 5 достаточно закрытые люди, и с ними вот так вот по душам поговорить достаточно тяжело. И даже я, проживший с ними там, год вместе практически, очень много времени с ними вместе проводивший, даже для меня это остается достаточно тяжелой задачей. Так, ну начнем, наверное, по порядку с Артема, с капитана. Артем. Кто же такой Артем? Это однозначно самый неординарный капитан, очень рисковый, любит авантюры. Да и вообще, главный, наверное, главный экспериментатор нашей профессиональной сцены, потому что он любит осваивать неизведанные просторы, поэтому вот от него нужно всегда ждать сюрпризов. Ну, по крайней мере, для врага уж точно. Ну, может быть, и для союзников. С Артемом мне супер комфортно играть, хоть он молод и юн, но у него весьма правильный майндсет. Он весьма спокоен, то есть не нервничает, это важно капитану. Ну, он такой вот молодой и неопытный, и он это понимает, вот самое главное, что он знает, что ему 19, и он, по большому счету, вот во взрослой жизни не разбирается. И он говорит, я этого не понимаю, вот и все. Придет время, пойму. А типа сейчас я вот такой. И это очень сильное качество положительное. Он был, можно сказать, он был тихим, но в плане того, что он капитан, да, в нем есть лидерские вот эти вот качества, которые у него не занять, конечно. Потому что, во-первых, он честен, он искренен, он всегда будет говорить правду, он никогда не подведет, никогда не обманет никого. Вот. И не предаст это в первую очередь. Илидан. Ну, честно признаюсь, Илидан, наверное, один из тех игроков в команде, с которым мне сложнее всего общаться в реальной жизни. Он как человек реально сложный. Илидан, если у него полностью не играет команда, он не такой кэрри, который, по крайней мере, пока что, он не научился еще, на мой взгляд, играть так, чтобы на него не играла команда. То есть выходить из ситуаций, где он играет на кэрри, на которого должны играть, но на него не играют, выходить как-то достойно. То есть он может сыграть на семи-кэрри, кентавр какой-нибудь, на которого не будут играть. Может отлично сыграть. Но если вдруг он оказывается дроу-рейнджер, но фокус внимания его команды смещается в сторону мида, там где год, и помощь идет году, а Илидан не на кентавре, а на дроу-рейнджер, в этот момент этот дроу-рейнджер может закончить там со счетом 0-15. На самом деле я не могу сказать, что мне просто. То есть, как бы в первое время вообще было сложно, но потом как бы мы привыкли. Ну, наверное, это связано с тем, что у нас слишком разные характеры. То есть вообще тяжело подобрать команду, в которой там 5 человек будут прям идеально играть. Но как бы большие плюсы Ильи в том, что он, во-первых, слушает. Даже если ты просишь что-то поменять, вот что тебе не нравится, он как бы послушает это, сделает. Это тоже редкое качество. И он тоже очень-очень старательный. Какой там Илидан фрукт. Ну, Илидан, у него там 1,177 м, наверное, рост. Высокий такой, длинные волосы, как правило.
один из тех самых заедлых анимешников, это которые true анимешники, не вот эти вот сейчас, которые баскетбол Куроку смотрят и говорят «Аниме! Кавайи!», а те, которые там с 90-го года, там, это было запрещено, они все равно на каких-то там старых телевизорах пытались это аниме посмотреть. Вот он один из тех ребят. И каждый раз, когда я говорю, ребята, я там посмотрел какую-то там анимешку или нашел какую-то анимешку, мне такие, слышь, ты там типа новичок, там типа не лезь, вот посмотри вот это вот, какую-то какашку 90-го года с ужасным качеством и безыдейной фигней, вот это настоящее аниме, а то, что ты сейчас мне показываешь супер бестселлер, типа это типа полная фигня. Ну и типа ФНГ такой же, тоже типа еще более волосатый, типа один из типа true анимешников. Лил утверждает, что ему вообще не интересно ничье мнение, кроме как его собственное. Его интересует только его собственная игра и так далее. Но это, я уверен, на все 300% неправда. Потому что он очень близко принимает к сердцу комментарии, он все читает, все видео смотрит, он смотрит, как он выглядит, он пересматривает там трансляции стримов с играми. Вот про Лила интересная ситуация, вот что можно сказать про него, то что он вообще изначально был мидером. Он был мидером одной неизвестной команды и начинал свои поиски с того, что хотел также занять эту позицию, но по счастливой случайности ему довелось попасть в микс к Габлаку с суппортом. Лил не анимешник. Ну, типа вот, и Саня, типа, он вроде как аниме, ну, не особо любит, но он реально хорошую тему мне советовал. У нас с ним совпадает вкус анимеш. Мы смотрим одно аниме, true аниме, настоящее аниме, интересное аниме, а не как вот эти. Так что да. И, кстати, аниме. Саша очень умный программист, который там долгое время был далек от доты, но он весьма хорошо показал, что люди, которые действительно зададутся целью, действительно будут много работать в любом возрасте, с любым перерывом, они могут зажечь. Ядро рассудительности команды, ядро здравого смысла, ядро логики. Ну, программист, вот, одним словом. Просто вот очень хороший программист. У него все правильно, у него все по полочкам, у него все логично, все следует зачем-то, почему-то, и никогда не будет чего-то просто так. Он всегда тебе все объяснит. Если ты пытаешься его уличить в чем-то, что он не прав, то через 10 минут ты будешь уже неправ. И ты не сможешь доказать обратное. По поводу года, целеустремленный парень, который всегда, наверное, хотел лучшего, но он слишком иногда сильно зацикливается на том, что было, на том, о чем ему нужно подумать, наверное. Без этого, без каких-то его тараканов в голове, он очень хороший парень и очень крутой игрок. ГД. Один из старичков, который очень хорошо познал у нас Mind Games, где нужно прекрасно понимать, когда ты сильнее, когда ты слабее, где нужно убегать, где нужно нападать. Поэтому, наконец-то, у него оказалась достойная команда, поскольку он этого очень долго заслуживал. Общительный человек, и он очень все воспринимает близко к сердцу. Это ему очень сильно бьет в минус. Он не может воспринимать там даже победу как что-то позитивное, то есть всегда надо быть еще лучше, всегда нужно сделать еще лучше, всегда можно играть еще больше, выиграть еще больше и так далее и тому подобное. Вообще-то говоря, опасения у меня были изначально, когда собирался этот состав. Более того, я скажу так, я в какой-то степени участвую в некоторых процессах, которые происходят в Virtus.pro. Естественно, когда было вот это изменение в составе, там со мной советовался и Снег, ну, спрашивал как бы мнение моего, как ты вообще думаешь. Я вот, например, по поводу бывшего состава Virtus.pro, где был бы Зайол, я говорил, выгнать, вот как он собрался, говорил, выгонять сразу надо. Ну, это вообще не состав. А здесь я так относился к этому с определенной долей какого-то скепсиса. И по итогам, ну, в принципе, я ошибся. И, ну, я рад за Virtus.pro на данный момент. То есть у них сейчас есть реальные шансы неплохо выступить и на International. Я почти уверен, что все, ну, из нашей команды скажут, что мы едем непосредственно с целью победить. То есть других целей на International нету. Нормальным достижением, я считаю, в принципе, инвайт уже на сам International, то есть, ну, то есть не будет такого, что мы сейчас там приедем, расслабимся, там 0.15 и уже довольны, но при этом я считаю, что именно вот признание от Valve, получить инвайт и то, что
ну, то, что мы работали, люди заметили нашу, ну, то есть силу нашей команды все же хорошо так оценили. Я считаю, это уже хорошим достижением. Мы собираемся победить и ЕГЭ, и Секрет, и всех-всех-всех. То, что получится у нас или нет, посмотрим, но настрой явно такой, что просто так мы никому победу не отдадим. Просто 7 лет ты играешь в компьютерную игру, которая тебе, ну, 0 фидбэка, ты ничего за это не получаешь, ты просто убиваешь свое здоровье, время. Вот у тебя есть возможность, ты можешь пойти на улицу, там, позаниматься спортом или с друзьями где-то хорошо провести время, а ты сидишь дома и играешь в паблике, чтобы набить ММР, чтобы тебя, возможно, взяли в команду, и потом ты, возможно, что-то выиграл, возможно, тебя пригласят на инт. И вот для меня это все. Зачем я вообще пока существую? Я ехал сюда как инт, 18, ну тогда еще было 17 миллионов. Это самый топовый турнир не только в доте, но и в киберспорте. Там пыщ-пыщ, пау-пау, там всякие огни, куча людей, все смотрят. Ну, то есть International это как чемпионат мира, вот там по футболу представляется, самбо де Жанейро такое, да? А приехал я в пансионат. Настольный теннис, настольный футбол, там различные, не знаю, мафия. Все ходят в тапочках, в шортах, чуть ли не в халатах. Но реально такая закрытая пати. Как я сюда попал? Пойдем. Аналитика. Атмосфера International, вот именно атмосфера International, она как-то приходила ко мне постепенно. То есть вот да, я вышел из самолета, ходим на улицу, стоит этот огромный автобус, я думаю, вот он, International. Приезжаем в отель, заселяемся, вот первое знакомство с командами, с другими, там приезжает это, я думаю, вот он, International. И, собственно, каждый день у меня International, он так открывался, знаешь, как вот цветок распускается. Не знаю, я боюсь накосячить, потому что там все вообще строго-настрого все настроено, там все вот это вот будки, вот эти вот. Боюсь накосячить, там что-то ножку, не знаю, ногой выключить компьютер, а здесь все же такое, все интернешнлское, но настроение, честно говоря, нифига не интернешнлское. Есть мандраж перед тем, как работать придется опять же много, и при том, что все накладывается, и вот это вот, что нужно, и подготовиться, и ответственность, и все ложится на твои плечи. Ладно, там аналитики, они сидят, болтают, ну, на комментаторов все же больше здесь ответственности, и не то, чтобы я боялся ответственности, но попробуем, завтра первый день. Ньюби такие парни, что Virtus.pro должны обыгрывать. Это будет такое испытание на профпригодность. Здесь несколько команд, Ньюби в их числе, которых Virtus.pro обязаны побеждать, ну иначе вообще говорить не о чем. Я примерно помню, как на графике наши результаты выглядели в группе. Это примерно ничья, победа и 2 поражения, по-моему. Ну, как-то так было. И то есть в первые дни мы накопили много сил, и вот эти силы решили, не экономить, скажем так. По-моему, мало кто видел наши рабочие места. Честно говоря, они сделаны неплохо. Хотя бы потому, что там не жарко, не холодно, и, в принципе, там работать неплохо. Звукоизоляция там как таковой она и не нужна, но зато атмосферненько сидеть, когда вокруг тебя китайские кастеры, англоязычные кастеры, и все вокруг шум. Везде тут нужно пропуска носить, потому что если куда-то ты заходишь и нет пропуска, хочешь есть, нет пропуска, тебя не пустят. Ты никак не сможешь уговорить охранника, они здесь, как охранники в школе, их не уговорить. Если у тебя нет сменки, тебя не пустят, тебе заставят иди домой, бери сменку или заставят мыть. Ну тут даже и так, тут нужно всегда везде носить пропуск. Это даже, кстати, прописано у нас правило. Там наши китайские коллеги. Это уже наши, вот 3 наши, мы их будками называем. Ну как это еще можно обозвать? И вот наше укромное местечко.
где мы, собственно говоря, работаем. У нас тут в первой будке 3 компьютера. Один статисту, где он вводит статистику, которую вы видите во время доты. Здесь сидит Каспер сегодня, здесь сижу я, и вот тут, собственно говоря, мы работаем. Он что ли? Зачем ты тычку сейчас? Прикол, то, что тут произошло только что, значит, у ребят 2 игры на каше пролагивало. И причем пролагивало сразу после того, как он ультит, и он не успевает, короче, уйти без того, чтобы потерять хп. И паузу, хотя нам разрешили нажимать после того, что я вчера рассказал, в принципе, ту же самую историю. То есть вчера была та же фигня, пролаги постоянные, и нам разрешили паузить во время замеса, если такое происходит. Но это не помогает, потому что если ты паузишь во время замеса, то у тебя противники 100% зафокусят. А так ты, типа, даже с пролагами ты убегаешь, просто немножко теряешь хп. И вот мы позвали, значит, специалистов, вот пришел даже самый Рик Джонсон, посмотрел, что происходит, но откровенно он сказал сделать такую вещь, то есть рендеринг уменьшить, а это, конечно, сильно снижает качество и возможность твою играть. И Год сказал, что это единственный параметр, который он ставит на максимум, потому что иначе играть, это как типа 40 FPS играть, тяжело. Вот. Поэтому будем надеяться, что сейчас в игре с Империей все будет хорошо. То есть пролаги не сильно, играть можно, но, конечно, это некомфортно. Так, Лил спалил смог, телекинез моментально на блинке пытается уйти. Вих, пошел сам, колдаун. Зацепил, видим, немножечко Года. Лагуна Блейд Салента, Салент страдает под БКПшкой. Есть сразу Шеллоу Грей, здесь Йоку. Винтерскорс пошел, Салента никто не бьет. Должен быть Резолюшн, Резолюшн перепрыгнул в воду, его убивает. Рубик тоже справляется к Верну. Йоку откидывает Илидана подальше, Фоба зашел, удерет, только никто ему не помогает. Это -3. Доходит по все время к Йоку. Рубик справляется, потратил, по-моему, никуда. Илидан здесь будет ли падать? Очевидно, проигрывать неприятно, и где-то мы там расстроились, где-то начали друг на друга агриться, но при этом я замечал за нашей командой это не в первый раз, и время проходило, и все это из нас уходило. Насколько я помню, мы делали ставку на Блудсикера, и в ответ получали контрпики в виде мобильных героев. И тут Блудсикеру было сложно что-то делать в драке. То есть у нас была, скажем так, вторая стадия. Мы знали, как играть с Блудсикером. То есть первая стадия, ты не знаешь, как играть с Блудсикером. Вторая стадия, ты типа знаешь, как играть с Блудсикером. Третья стадия, ты знаешь, как играть против Блудсикера. Вот они придумали, как играть против Блудсикера. В этом плане нам было тяжело. Мы проиграли практически безотдельно. Не могу сказать, что было какое-то огромное количество ошибок от нас. Понятно, что ошибки были, но неправильно были выбраны стратегии, которыми надо было играть непосредственно, и пути достижения победы в тех матчах. Там не пошел по драфтам, и плюс тяжело очень морально играть столько. Когда у тебя игры решающие, в общем, сложно было. Это были долгие рабочие дни. Это были, на удивление, долгие выходные дни, в которые, нечем было, грубо говоря, заняться, потому как здесь, кроме алкоголя, занятий было мало. Конечно, 15-часовые рабочие дни, когда ты спать из-за этого можешь только часов 5, и следующий день опять так же работать, это было жестко, конечно, это было жестко. Мне кажется, не хватает аналитиков, слишком много комментаторов, а аналитиков мало. Честно говоря, Ки-арена порадовала. Я думал, что она больше, но, в принципе, очень удобно все сделано, очень компактно, хорошие экраны. В общем, все нормально. Насчет работы, изначально вообще я не увидел себя в расписании на мейн-ивенте. Когда видел Ки-арену, немного расстроился, честно говоря. Я ожидал немного другого, но получил даже больше. Честно говоря, я очень плодотворно поработал, мне понравилось работать с другими людьми, с кем я ни разу не работал, например, с Каспером. Опять же, мы вместе очень времени много проводили, много с кем еще познакомился, как и с англоязычными коллегами, так и с ребятами из Valve. В общем-то, мне очень здесь понравилось, и нас впереди ждет самое интересное. Для меня до турнира Empire, Virtus.pro, Na'Vi. Было именно так. На турнире, на самом,
уже было очевидно, что Virtus.pro и Empire где-то рядом. Но Virtus.pro показывали себя с лучшей стороны. Я имею в виду здесь именно не их игру, их качество игры, а именно их сплоченность. То есть в этом плане они очень сильны. Первый день мейн-ивента у нас была одна мысль. Муши был один. Муши был один. То есть вот все. Я, честно, даже не помню каких-то мыслей о том, что типа, а как выглядит там арена, какой турнир. Я даже не помню все матчи, которые были перед этим. Каких-то мыслей по поводу именно атмосферы вот этого вот дорожка, лимузины, этого не было. На следующий день, через день, когда мы уже играли с колами, вот это уже ощущалось. Ты уже такой важный, ты уже здесь не просто так, не случайно сюда попал, заслужил, можно сказать. Вот. Давление было, и давление было сильным, которое я сам себе создал. Я переживал, не сказать, что это прям вообще очень сильно сказывалось на игру, но я переживал. Возможно, сильнее, чем остальные, не знаю. Не успевают, да. Ой, Фнатика нужно разворачиваться и убегать, потому что они опять могут стрелять. Они могут начать драку тогда, когда ВВП будет Аегис. Это будет очень плохо. Хаю заходит слип, Аегис успевает, Гирокоптер взять, ставится те, кто драться будут. Драться будут, ребята, кстати, Кейсик начинает дирижировать. Как же он дирижирует этот Кейсик? Но там Эхослэм перелетел, Гирокоптер пожимает ВТБ. Нет погиб, да, тут разменная СФ, это уже отлично. Лина также отправляется наверх, анстапом был уже у Литана. Цепляет также, видим, и Рейскинга. Первой жизни у него сбили. Тяжело, был прешер большой из-за того, что best of 1 как-никак, но как-то с ним справились. Сыграли нормально, игра была довольно-таки тяжелой, и хоть, наверное, даже выглядело, что мы легко выиграли, но игра была совсем не такая. То есть и Фнатики играли хорошо, и мы играли хорошо, но, видно, нам повезло больше, и мы больше адаптировались к этому best of 1 в частности. Для меня основная эмоция, что после игры в кабинке я все еще на ивенте, то есть на 4-м интернешнале я вообще в эту кабиночку не попал. В 3-м я вышел оттуда побежденным. Очень приятное чувство, что ты на ивенте, ты смотришь игры с осознанием того, что ты не просто обсервер, что ты часть ивента. Это круто. Такая интересная особенность, то что когда играли групповую стадию и плей-офф, вот, какое-то совсем другое ощущение внутри тебя. Я не мог спать, я плохо очень спал, очень сильно нервничал. У меня живот болел, из-за того, что нервничал. Вроде как и в кабинке тоже никого нет, и очень тихо, ты не слышишь посторонних шумов, но у тебя руки трясутся. И ты понимаешь, что вот сейчас ты нафейлишь, и все, и ты можешь ехать домой. Ну и случилось то, что Сережа стал чувствовать себя плохо посреди игры, это с ним уже случалось на DreamHack том же. То есть у каждого человека свои особенности. Вот Сереже, скажем, не повезло немножко с этим, ему стало плохо, и поэтому он попросил паузу посреди игры. Думаю, что его проблемы связаны с тем, что он слишком много времени, нервов, сил и всего, что только можно, вложил сейчас в игру. Это приносит свои определенные плоды на игровом фронте. То есть год играет сейчас очень круто, просто невероятно хорошо, но мы всегда чем-то жертвуем. Год, видимо, сейчас жертвует своим здоровьем. До всего этого говорили, что вот ребята, когда ставится пауза, вы не имеете права друг с другом общаться. Абсолютно. И мы просто молчали. Мы просто стояли и ждали, пока Сереже легче станет, и просто молчали. Когда уже вернулись, потом посмотрели, вспомнили, что где происходит на карте, и продолжили играть. Прыгать на Года, проблемы Года огромные, будет хилпа, Год, Славин стал Год, и Год пытается уйти на развороте. А где Элидан? Элидан, где Опа, Джо Тяжко, ультимейт, вот это четко сыграно ВП. Не растерялся, а тут пробула, да, КБ, Опа, именно хорошо, Дельвина, всех гайдер, Зефрик убивать, минус 4, Клопа пытается уйти. Тут геймбол плейт 1-1 в серии ВП. Это сделали до минус. Удар!
принципе, предсказывали это вот всей студии аналитики. Я лично тоже так думал, что, скорее всего, ВП выиграют Fnatic, скорее всего, Complexity упадут вниз, скорее всего, ВП выиграют Complexity. Поэтому я ждал Virtus.pro вот в топ-8. Насколько они смогут зайти далеко, я не знаю, но их следующий матч — это Team Secret. Team Secret, которые здесь показывают не самый свой лучший перформанс, так скажем, из того, что у них было последние полгода, год, но они все-таки очень сильны. Поэтому я думаю, что будет Virtus.pro очень тяжело, но всякое бывает. На этом интернешнале огромное количество сюрпризов, поэтому я желаю им удачи. Дальше у них вообще уже убийцы идут, Secret и LGD, и потом там еще кто. Вот, мне кажется, они на секретах уже сольются. Ну, блин, секреты и секреты. Я чувствовал, что это далеко еще не предел. То есть можно выйти и дальше, и у нас на это есть и силы, и все. Самый тяжелый, самый интересный, самый лучший. По ощущениям, по эмоциям, по значимости, это самый лучший матч в моей жизни. У нас был с ним договор, что если они обыграют Team Secret, то мы в этом году поженимся. Так, ну и поставили ВП свой вард. Сон цепляет двоих. А что будет дальше? Магу, будет ли Глобал дается. РП двоих нужно успеть забрать. Все потратили ВП. Если они сейчас не сделают шагом, то это будет катастрофа. Пускай Сноуболи катится на Лила. Лил не успевает ничего сделать, но остается жив. Все фуловые, Шейкер кастует ульт, минус минус Рубик, Селлс, огромные проблемы. Есть БКБ, это тоже очень важно. Также есть ультимейт Шейкера, есть абсолютно все. Врывают, Зай ставит потрясающую стенку, врывается Квапа. Очередной раз Илидан получил сайленс, отступает из 4 блокингера, начинает наяривать, но он один, и нужно отступать, отпиливаться. Развели на все, вообще на все развели, все БКБшки, ульт Шадоу Шамана. И сейчас Шейкера, который засейвил свои скиллы, шикарная ситуация. Смотрим. Напали на С4, Шейкер врывается в двоих, Фицура по троим, садятся фамильяры и ничего не могут сделать себе. Байбек от Энигмы, ну Энигма остается с Дарксиром вдвоем. Интересное решение сойти с ХГ. Зай! Шейкер! Влетает моментально, артизы начинают фокусить, рассказ. Сайленс по всем, никто не может кастовать. Грейва никакого нету. Убей, ворует что-то Кура, Грейв на Кура, но в этот момент хлопают оба Типинов Пэй на Егис, выбивают стан от Лины. Минус Шейкер, Илидан весается, Код практически без КП. Кода могут убить, Кода убивают. У него есть байбек, нужно байбек, залететь на помощь. Илидан включает сознание, но не может убить СМ. Боже ты мой, Код возвращается. Код должен убивать всех. Артизис лопается, Зай лопается и остается один только Дазл. И Сэп использует байбек. Подумал, я думаю, все догадываются о чем, о том, что у меня свадьба, потому что я выиграл секрет, но в целом было приятно все же выиграть фаворитов этого турнира. Ну, топ-8 это хороший результат, но, говорю, всегда хочется больше, и мы вот двинулись еще вперед, и это было очень приятно. Когда мы проигрываем, самая первая мысль в голове — это не то, что я там не выиграл много денег или не выиграл титул, а то, что я не смогу играть больше там на сцене. Это вот самая первая мысль. И когда мы выиграли, это было приятно осознавать, что у тебя еще есть минимум 2 игры, когда ты можешь показать хайлайты, когда ты можешь показать себя, можешь хорошо сыграть, ты можешь выйти и там сыграть на сцене, чтобы люди это видели. Вот это было очень круто. А деньги — это не важно. Еще очень имеет значение титул. То есть ты уже топ-5-6, это, international, извините, это очень круто. Они сами не верили в себя, то есть команда Secret и ВП ворвались на студию аналитики и говорят, что, мол, сами уже были готовы, в принципе, начать отдыхать в этот же день. То, что я пережил здесь, в эмоциональном плане, я не переживал, наверное, никогда. Я сидел в этой кабинке, смотрел, как ребята играют. Мне казалось, что у них, наверное, там вообще с нервами все уже просто на пределе. Потом они говорят, что нет, мы играли, и нормально. А мы сидели, вот там Оля, и Дайвер, и еще ребята, мы просто сидели там чуть ли не в обнимку последние секунды. В общем, это непередаваемое ощущение.
Наверное, вот это для меня там 95% International, это вот эти эмоции. А остальные 5% это все остальное. Это был тот момент, когда, мне кажется, мы были наиболее близки. Ну, фиг знает, может быть, это просто мое мнение. И когда ребята победили, ну, мы орали, мне кажется, все вместе. Драймер чуть не убил меня, там полез обниматься, свалил меня на лестницу. И вот после этого, как ни странно, наступило такое жесткое опустошение, что на матч с ЛГД я уже просто не мог болеть. Я не представляю, как было жестко ребятам играть, потому что мы как будто выиграли реально International после того матча. Ну, все пришло к тому, что по факту у нас просто уже не было адекватных сил, чтобы и подготовиться к LGD, и сыграть с ними хорошо. И отсюда и возникли многие проблемы, которые можно там наблюдать и в реплеях, и в первой, и во второй игре. Любое место, кроме первого, меня не устраивает абсолютно. И неважно, хорошо я играю или плохо, но если смотреть с здравой точки зрения, это весьма сложно эмоционально, и надо быть супер выносливым. Когда мы сели играть против ЛГД, вот такое ощущение, что вот просто нет сил играть. LGD знает, что в этой ситуации Дарксид может просто всех закинуть в ПП, вопрос не проводит, очень да, и даже если Дарксид нужно готовиться. Не успевает ПП, здесь уже находится Рубин, отслеживает Дрейки, опасно, лошадка, очень сильно практика, пытается сделать очень больно, Лагуна Блейд, ставится стенка. Ай-яй-яй-яй, как же больно Илидану, залетает туда Фоба, сдал их слэм, Мэйби пытается контрить, но Илидан уже нет, 2 в 3, 2 в 5, драка продолжается, собирает уже так же Фобоса. Мы вот там, где в принципе должны были быть. Все заслуженно, все правильно, все по делу, и проиграли, главное, по делу. То есть это были не какие-то там, знаешь, отданные 2 карты с огромным преимуществом, где кто-то там закинул, кто-то ошибся. Это вот в целом команда сыграла слабее, чем LGD. Всегда такие поражения переживаются проще. Всегда их легче воспринимать, легче от них отталкиваться и легче дальше работать. Virtus.pro моя любимая команда, я очень люблю их, очень болел за них и очень рад, что они попали в 8 лучших команд мира. Все-таки 5-6 место — это лучшая команда всего западного региона, если не считать Evil Geniuses, и лучшая команда европейского региона по итогам турнира. Я думаю, это отличный результат, и, насколько я понял, сами парни тоже не особо расстроились тому, что они потом проиграли LGD. То есть это действительно достойный и классный результат. Virtus.pro. Если объективно, то для меня они выступили очень хорошо, и я ожидал худших результатов. Но они выбили из турнира фаворитов, то есть, одних из фаворитов, это сейчас мы это понимаем, а тогда как бы Team Secret, да, уже столько всего выиграли, я считал их претендентом на топ-3 минимум. Я не могу сказать, что можно быть достойным результатом 5-6 место. Достойное всегда это 1 место, все остальное это лузеры. Я мог бы сыграть лучше. Все же я не победитель, и именно, наверное, всего максимума, который я мог показать, я не показал, но в то же время я не расстроен своим результатом. То есть мой результат хороший, я увидел, что я могу улучшить, я понимаю, что мне надо сделать, чтобы выиграть в следующий раз, и к этому я и буду стремиться. Не могу сказать, что я там в восторге от того, чтобы быть аналитиком. Я даже аналитик, на самом деле, хреновенький, потому что мне как-то, знаешь, на половину игр было реально нахуй. Я же не зря все-таки весь год играл в доту, и главная цель была поехать как игрок, а не как аналитик. Я некоторые игры вообще не смотрел, потому что, наверное, просто неинтересные были. Все одно и то же, те же пики, все то же самое. Конечно, реально, где была хорошая дотка и там интересные пики, то было интересно и проанализировать, и посмотреть. Ну а так, чисто ты обязан анализировать каждую, грубо говоря, игру, а некоторые вообще полностью нас. Поэтому кайфа мало от этого получаешь. Хотя и сосать тоже, в принципе, на турнире такого уровня тоже, наверное, не очень весело, но черт его знает, что лучше. Не знаю. На мой взгляд, Андрею вообще не нравится, что он делает здесь на Интернешнале. По всему его поведению, как бы он показывал это и показывал даже в эфире, показывал не только где-то за кулисами, что ему это не интересно. Казалось бы, аналитика, Интернешнл, играют команды, смотрят сотни тысяч людей. Человек говорит:
Я не знаю, что сказать про эту игру. Это вроде бы и смешно кому-то, но на деле, ну, как бы я не вижу здесь ничего смешного. Ты либо приезжаешь работать, либо ты приезжаешь ничего не делать. Как вот аналитик, он показал и, видимо, сам и осознал по ходу всего турнира, что это не его. Он неоднократно и мне, и за кулисами, и даже чуть ли не в эфире говорил, что он хочет играть, он хочет продолжить играть, он хочет выиграть мейджор, там первый, второй, третий, он хочет попробовать себя еще на интернешнале. Я думаю, что ему стоит все-таки приложить все усилия, чтобы вот так и добиться результата в игровой карьере, а об аналитике, я думаю, что ему стоит пока позабыть, пока он, собственно, окончательно уже не распрощается со своей карьерой игрока. International — это топ всего. Это топ всего киберспорта. Именно в доте. Именно то, чем мы занимаемся. И International — это не только возможность проявить себя и меня сейчас как комментатора, поэтому я сейчас очень напряжен и хочу отработать прям на ура. International для меня может быть даже цель жизни. Ну, это как мини-Новый год такой, знаешь, можно собрать друзей, которые любят доту, затариться там пивасом, пиццей и всем остальным, и сидеть, наслаждаться, это всегда прикольно. Valve все-таки работают с каждым годом над улучшением контента. С каждым годом они развивают и развивают то, что они делают, поэтому мы видим все лучший продакшн, мы видим все лучшую доту, все становится лучше, и, собственно, и условия игроков, и аналитиков, и комментаторов, и для зрителей. Мне понравилось, то есть этот International был действительно классным. International для меня это место, где я должен проявить себя по максимуму, и это, в принципе, так и осталось. Наверное, этот International — это надежда на светлое будущее Dota 2. Моя цель — это просто саморазвитие. И как бы я могу этим заниматься до бесконечности, условно говоря. Настроение у ребят у всех более чем нормальное. Усталость, желание поехать поскорее домой, отдохнуть. Сережа хочет играть в доту. У него отняли компьютер и вчера. И все. Мир перевернут. Вот уже вторые сутки. Мне каждый день мама пишет, отец, дядя, который, собственно, подсадил меня на все на компьютерные игры. Они очень за меня болеют, топят, смотрят все игры, хотя они очень мало чего понимают. Просто написали, что молодец, что им, чтобы я не расстраивался, то, что мы проиграли, что хоть мы и заслуживаем большего, но так получилось. Ну, иногда ты побеждаешь, иногда ты проигрываешь, это жизнь. Ну, здесь нет ничего такого, поэтому молодец, что я молодец, что я достиг этого. Ну, когда я начинал играть, никто в меня не верил. Ну, родители считали, что это просто трата времени. Но вот сейчас я всем доказываю, что это не так. Очевидно, хочу поблагодарить за поддержку. Она действительно... Это действительно необходимо. Это не совсем очевидно, но без этой поддержки не может быть побед. Не может быть какого-то прогресса. На этих турнирах побеждают не совсем игроки, не совсем какие-то индивидуальные действия. Побеждает в первую очередь команда. И команда, которая поддерживает больше, действительно способна творить чудеса. И, возможно, в игре против секретов произошло действительно маленькое чудо для СНГ комьюнити, в первую очередь для нас. И, как говорится, так называемый кредит нужно дать не только игрокам, а людям, которые морально заряжали, топили, болели, переживали за нас, за красивую доту, за вот это вот самое будущее, которое мы хотим построить. Так что спасибо вам. Может быть, это не всегда видно, что игроки это ценят, но правда, каждый игрок это ценит. Мне хочется порадовать поклонников хорошей игрой, чтобы команда выиграла, чтобы за нее реально можно было болеть, при этом не сидеть с каждой игрой. Я не могу такого сказать, потому что я не уверен, но я постараюсь стать лучше. Постараюсь стать лучше для команды, для доты
для семьи, для всех.